Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске сильное наводнение в Чеченской Республике, энергетический кризис в Индии и на Кубе, разрушительные штормы в Болгарии, Румынии и Аргентине, а также последствия шторма в Омане и многое другое. Оставайтесь с нами до конца, будет интересно. В Чеченской Республике из-за разрушительных последствий аномальных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Удар стихии привел к масштабному паводку. В регионе подтоплено более 1800 жилых домов. Наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Кундухово в Гудермесском районе, где в результате выхода из берегов реки Гумс вода заблокировала сотни людей. Спасатели МЧС провели экстренную операцию, в ходе которой в безопасные районы было эвакуировано 504 человека. Обильные осадки спровоцировали не только затопление территорий, но и массовые аварии на объектах энергетической инфраструктуры. Из-за обрывов линий электропередачи и подтопления подстанций без света остались десятки населенных пунктов. В настоящее время глава республики распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий стихии. В пострадавших районах работают оперативные штабы, ведется мониторинг уровня воды в реках и оказывается адресная помощь жителям. Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения там, где это позволяет паводковая ситуация. В афганской провинции Герат мощное наводнение едва не обернулось трагедией для пассажиров рейсового автобуса. Инцидент произошел на затопленном участке трассы Герат-Кабул, когда водитель, несмотря на предупреждение, попытался форсировать поток воды. Однако сильное течение оказалось слишком мощным, и автобус буквально смыло с дорожного полотна, после чего он опрокинулся. На помощь людям, оказавшимся в ловушке, мгновенно бросились случайные очевидцы и местные жители. Благодаря оперативным и самоотверженным действиям людей, всех находившихся внутри удалось вывести в безопасное место. На данный момент официальной информации о пострадавших не поступало. Ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за продолжающихся проливных дождей. Потоки воды серьезно осложнили движение по ключевым транспортным артериям провинции, сделав многие участки дорог непроходимыми. Местные власти обратились к населению с призывом временно отказаться от поездок по ряду маршрутов и не выезжать на трассы без крайней необходимости до стабилизации погодных условий. На 156-м километре стратегически важной автодороги Душанбе-Чанак в районе перевала Шахристан произошел сход лавины. Как сообщили в филиале компании Innovative Road Solutions, обслуживающей данную трассу, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сразу после получения сигнала на место происшествия была направлена специализированная дорожная техника для расчистки проезжей части. Благодаря оперативным действиям дорожных служб последствия природной стихии были быстро устранены. В настоящее время движение по всей протяженности трассы осуществляется в штатном режиме. Тем не менее, специалисты призывают водителей проявлять максимальную бдительность и соблюдать скоростной режим при пересечении лавиноопасных горных участков, учитывая нестабильные погодные условия. Эмират Шарджа продолжает борьбу с последствиями разрушительного наводнения, вызванного аномальными ливнями, которые накрыли Объединенные Арабские Эмираты в последние дни марта. Мощный шторм, сопровождавшийся шквалистым ветром со скоростью до 60 км в час, парализовал жизнь в одном из ключевых регионов страны. На данный момент многие улицы города остаются затопленными, а уровень воды в некоторых районах настолько высок, что припаркованные автомобили оказались погружены почти наполовину. Особенно сложная ситуация зафиксирована на улице Джамаля Абд-Насера в районе Аль-Маджаз, которая из-за вышедшей из строя ливневой системы превратилась в реку.
Власти Шарджи объявили чрезвычайную ситуацию. Для ликвидации последствий стихии мобилизовано более 1200 сотрудников экстренных служб и привлечена спецтехника для откачки воды с главных транспортных артерий. Организована помощь жителям пострадавших районов. Из-за подтоплений было временно приостановлено автобусное сообщение между Шарджей, Дубаем и Аджманом. Тем не менее, к середине дня 29 марта начали поступать первые позитивные отчеты. Например, удалось полностью расчистить от воды участок перед торговым центром «Сахара-Центр». Несмотря на постепенную стабилизацию погоды, полиция призывает жителей сохранять осторожность, избегать низин и воздержаться от поездок до полной стабилизации погодной обстановки. Днем 29 марта на вулкане Шевелуч зафиксировано усиление активности. В 14:22 по местному времени сейсмологические станции и визуальные системы мониторинга зарегистрировали мощный эксплозивный выброс. Столб пепла, сопровождаемый грохотом, поднялся на высоту от 10 до 11 километров над уровнем моря. Огромное серое облако под воздействием ветра начало распространяться в сторону залива, минуя большинство крупных населенных пунктов. Однако мелкие частицы вулканической пыли могут выпасть в близлежащих поселках Усть-Камчатского района. В связи с произошедшим вулкану присвоен максимально возможный красный код авиационной опасности. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения предупреждают, что пепловое облако представляет серьезную угрозу для двигателей воздушных судов, выполняющих как внутренние, так и международные рейсы. На данный момент в районе Исполина сохраняется повышенная сейсмическая активность, что не исключает повторных выбросов аналогичной силы. Местным жителям и туристическим группам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию и не приближаться к подножию вулкана из-за риска схода пирокластических потоков. В результате массированной атаки иранских баллистических ракет на юге Израиля зафиксировано прямое попадание по ключевому промышленному объекту в районе города Беэр-Шева. Целью удара стала промзона Рамат-Хавав, крупнейший центр химической промышленности страны, где производится около половины всех израильских химикатов, а также расположены электростанция и стратегические склады хранения. На месте прилета на территории одного из химзаводов вспыхнул мощный пожар, сопровождающийся выбросом густого черного дыма, который был виден за многие километры от эпицентра. Экстренные службы Израиля немедленно приступили к ликвидации последствий. Территория предприятия была полностью оцеплена, а рабочие эвакуированы в безопасные зоны. Из-за угрозы утечки токсичных веществ были перекрыты все подъездные дороги к промзоне Рамат-Хавав. Местным жителям из близлежащих районов поступило срочное распоряжение плотно закрыть окна в домах и полностью отключить системы кондиционирования и вентиляции воздуха, чтобы предотвратить возможное отравление. Муниципалитет Эль-Торно в департаменте Санта-Крус в Боливии стал зоной стихийного бедствия. Сильные проливные дожди вызвали внезапное наводнение, парализовавшее жизнь города. Водная стихия в считанные часы затопила ключевые городские улицы, превратив главную автомагистраль в бурную реку с опасным течением. Ситуация на дорогах быстро вышла из-под контроля. Мощные потоки воды начали смывать припаркованный транспорт. Несколько владельцев мотоциклов пытались удержать свое имущество, но проиграли схватку со стихией. Технику унесло течением. Несмотря на очевидную угрозу жизни, многие пешеходы, включая детей, рисковали пересекать затопленные участки вброд. На текущий момент местные власти продолжают оценивать масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре и частной собственности жителей Эль-Торно. Энергетический кризис в Индии, спровоцированный недавней атакой на Иран, парализовал привычную жизнь в крупнейших мегаполисах страны. После известий о возможных перебоях в поставках импортной нефти, на которых базируется индийская экономика, на автозаправочных станциях по всей стране образовались многокилометровые очереди. Владельцы транспортных средств простаивают в ожидании часами, стараясь заправить полные баки и дополнительно запастись топливом в канистрах про запас.
На фоне нарастающего дефицита и паники в очередях все чаще вспыхивают словесные перепалки, переходящие в массовые драки за право первым подъехать к колонке. Аналогичная ситуация наблюдается и в пунктах распределения бытового газа, где тысячи людей выстраиваются в гигантские очереди, опасаясь остаться без возможности приготовить пищу. Правительство Индии пытается успокоить население заявлениями о наличии стратегических резервов, однако ажиотажный спрос продолжает расти, подстегиваемый неопределенностью на мировом энергетическом рынке. В воскресенье вечером в промышленной зоне деревни Ванахиранг, расположенной в районе Гуннунгпутри, округа Багор, провинции Западная Ява, произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс. Огонь вспыхнул в складских помещениях и быстро распространился из-за большого количества легко воспламеняющихся полимерных материалов и химикатов. Огромные столбы черного дыма были видны на расстоянии нескольких километров. Это вызвало панику среди жителей близлежащих поселений. К месту происшествия были стянуты более 15 пожарных расчетов из округов Багор и Бекаси. По предварительным данным службы по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших среди персонала нет, так как на момент возгорания смена уже закончилась. Основные усилия спасателей были направлены на локализацию огня, чтобы предотвратить его переход на соседние фабричные строения и жилой сектор. Локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов интенсивной работы. В настоящее время полиция оцепила территорию завода, эксперты выясняют причины возгорания. Разрушительный шторм обрушился на южную часть аргентинской провинции Санта-Фе. Наиболее серьезный удар пришелся на населенный пункт Бомбаль и прилегающие к нему сельскохозяйственные районы. Стихия, разыгравшаяся в ночные часы, носила кратковременный, но крайне интенсивный характер. Основной удар приняла на себя жилая и промышленная инфраструктура региона. Зафиксированы массовые случаи срыва крыш с частных домов и хозяйственных построек. На фермерских угодьях серьезно пострадали складские объекты и стальные силосные конструкции для хранения зерна. На региональных трассах штормовой ветер переворачивал транспортные средства, в том числе тяжелые грузовые автомобили. Падение многочисленных деревьев и опор линий электропередачи вызвало масштабные перебои со светом, оставив ряд населенных пунктов в полной темноте. Несмотря на значительный материальный ущерб, по официальным данным погибших нет, зафиксированы лишь единичные случаи легких травм. Жители наиболее пострадавших домов были вынуждены экстренно эвакуироваться, находя временное убежище у родственников или в безопасных зонах. В настоящее время в пострадавших районах работают аварийные службы, восстанавливается подача электроэнергии, расчищаются ключевые магистрали от образовавшихся завалов. В аргентинской провинции Кордова эпицентром стихии стал город Колония-Марина. Всего за 5 минут экстремально интенсивного ливня выпало беспрецедентное количество осадков – от 200 до 250 миллиметров. Столь резкий удар стихии спровоцировал мгновенное затопление городских улиц и жилых кварталов, превратив их в бурные потоки. Наводнение нанесло серьезный ущерб жилому фонду. Во многих домах уровень воды поднялся на 10-30 сантиметров, заставляя жителей срочно спасать имущество. Одной из самых сложных задач для спасателей стала эвакуация местного дома престарелых, проведенная в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности пожилых людей. Стихия не ограничилась одним городом и затронула значительную часть региона. Согласно официальным метеоданным, крайне высокие уровни осадков зафиксированы и в соседних поселениях. В Эль-Тио выпало 151 мм, в Ла-Франсии 130 мм, а в Лас-Варосе 108 мм. В настоящее время в пострадавших районах ведутся работы по ликвидации последствий наводнения, проводится расчистка дорог и адресная доставка гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в зоне бедствия. Куба столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, который заставил власти страны пересмотреть стратегию энергоснабжения и сделать ставку на возобновляемые источники. Основным вектором выхода из сложившейся ситуации стала амбициозная программа по масштабному внедрению солнечных панелей.
Правительство планирует значительно расширить сеть фотоэлектрических парков, чтобы снизить зависимость от изношенных тепловых электростанций. На данный момент солнечная генерация рассматривается как единственный доступный способ стабилизировать подачу электричества в условиях постоянных аварий на старых объектах и дефицита запчастей. Однако реализация этого солнечного плана натолкнулась на парадоксальное препятствие. Для функционирования и расширения программы использования панелей острову критически необходим дизель, запасы которого истощены. Топливо требуется не только для работы строительной и монтажной техники, но и для функционирования вспомогательных генераторов, которые поддерживают стабильность энергосистемы в периоды отсутствия солнца. Острая нехватка нефтепродуктов, вызванная перебоями в импорте, фактически тормозит энергетический переход, создавая замкнутый круг, где нехватка традиционного топлива мешает развитию альтернативной энергетики. В субботу южные регионы Румынии столкнулись с разрушительным ударом стихии, принесшим с собой экстремальные погодные явления, от торнадо до мощных снегопадов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в уезде Телеорман, где в селе Чернету было зафиксировано редкое для этой местности торнадо. Жители коммун Ресмирешт и Шторобаняса сообщали о массированном крупном граде, который за считанные минуты покрыл землю плотным ледяным слоем. В населенном пункте Мырзанешт шквалистый ветер сорвал крышу жилого дома и вывел из строя солнечные панели. Сильные ливни спровоцировали локальные наводнения в Драгонешт-Деведа и Талпа-Басковень. Бригады спасателей работали в экстренном режиме, откачивая воду из подтопленных хозяйств. Аналогичная ситуация с градом наблюдалась и в соседнем уезде Джурджу. Ледяная корка парализовала движение на дорогах и повредила посадки. В то время как на юге боролись с водой и ветром, в горных районах страны воцарилась настоящая зима. На высокогорной трассе Трансальпина в районе курорта Рынка снегопад, начавшийся еще вечером в пятницу, к утру субботы образовал слой снега 30-35 сантиметров. Еще более суровая обстановка сложилась в уезде Вылча. На пике Римском высота сугробов достигла отметки в 3 метра, что заставило власти полностью перекрыть дорогу к местному курорту. Национальное метеорологическое агентство ввело оранжевый уровень опасности для высокогорных уездов Брашов, Арджиш, Прахово и Дымбовица, предупредив о штормовых порывах ветра, которые на отдельных участках достигали скорости 120 км в час. Это значительно осложнило восстановительные работы. Болгарский город Крумовград оказался в эпицентре сильного шторма. На населенный пункт обрушилась мощная суперячейка, принесшая с собой экстремальный ливень, шквалистый ветер и крупный град. Как сообщает болгарское национальное радио, метеорологическая обстановка дестабилизировалась стремительно. Всего за несколько минут небо затянуло плотными грозовыми тучами, после чего начался интенсивный ледяной обстрел. Размер градин быстро увеличивался, достигая величины грецкого ореха, что в сочетании с порывами ветра привело к серьезным последствиям. Несмотря на то, что активная фаза шторма длилась, по разным оценкам, от нескольких до 15 минут, стихия успела нанести значительный материальный ущерб. Зафиксированы многочисленные повреждения крыш жилых домов, поврежденные автомобили и уничтоженные посадки в частных садах и на сельскохозяйственных угодьях. Дороги покрылись плотным слоем ледяной крошки и обломками деревьев. Местные жители выражают серьезную обеспокоенность, так как подобные погодные явления крайне не характерны для конца марта. Эксперты связывают этот инцидент с прохождением активного холодного фронта над территорией Балканского полуострова. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.